Эй, всем привет! Как дела, народ? Сегодня я вам расскажу о своем возрожденном билде Джаггернаут Вихрь Сумойнер. Если вы когда-то заглядывали в мою тему на форуме PoE, то возможно знаете, что скилл Вихрь я уже давно стараюсь использовать только для Джаггернаута, так как ввиду метода проб и ошибок познал на своем опыте, что другие классы не подходят для этого скилла из-за слабой выживаемости. Также, если при этом рассмотреть другой способ нанесения ДПС по врагу, например физический урон через меч Звездный Горн или еще какой-либо, то все сводилось к слишком высокой дороговизне билда или низкому ДПС. Лига Делириум принесла много полезного в игру, особенно для моего билда. Он немного изменился и стал куда сильнее. При этом суть сборки осталась прежней. Все ссылки, показанные в гайде, будут в описании под видео, а теперь подробно. Основной скилл Вихрь располагается в перчатках, так как там в свойствах можно получить два важных камня поддержки – яд и ускорение атак. По сути, за счет удара Вихрем мы будем призывать Вестника Агонии и Вестников Чистоты. Вестник Агонии появляется тогда, когда мы травим противника, а чем быстрее это происходит, тем сильнее становится Вестник Агонии. Вестники Чистоты же появляются за счет смертельного удара Вихрем по врагу, либо с определенной долей вероятности при ударе по редкому или уникальному монстру. В результате я считаю, что не получится проходить контент PoE только с Вестниками Чистоты и Вихрем. Это будет очень неэффективно, что для зачисток карт, что и для убийств босса. Хорошей синергии для этого пока в PoE нет, в отличие от Вестника Агонии, но об этом чуть погодя. Остальные камни в связке. Проклятие при попадании плюс уязвимость к снарядам. Эта связка помогает нам накладывать пронзание на всех монстров, которых мы атакуем Вихрем, что сильно помогает нам на зачистках карт Вестником Агонии, плюс отбрасываем врагов. Тем самым отпадает потребность использовать камень поддержки пронзания для Вестника Агонии и не дает ему просесть по ДПСу. Но при этом это проклятие становится неэффективным на боссах. Когда вы заходите на арену главаря, проклятие необходимо заменить на метку браконьера. Тут и проявляется одна из синергий для выживаемости. В связке с камнем поддержки здоровья за удар и с высокой скоростью атаки билд быстро восстанавливает здоровье. Многие игроки в этой связке используют такие камни поддержки, как укрепление и губительное касание. Да, безусловно, они очень полезные, но я считаю, что самая эффективная моя связка камней. Также могу сказать, что лучше использовать помимо скилла Вихрь его оскверненную версию Вихрь Вау. На картах будет проще собрать монстров в кучу, на боссе тоже можете попробовать им воспользоваться. Большая часть ДПС билда идет от Вестника Агонии, связка которого располагается в нательном доспехе. Доспех этот выбран именно для того, чтобы Вестник Агонии и Вестники Чистоты не удерживали больше маны, чем это возможно. Это самое и по сути единственное важное в нем. Камни поддержки выбраны именно эти для максимального разгона ДПС Вестнику Агонии. Но есть небольшой нюанс. Камень яростные снаряды на картах можно заменять на много дополнительных снарядов, чтобы быстрее все чистить. Плюс голодное остервенение в этом сильно поможет. На боссе же нужно использовать яростные снаряды, а голодное остервенение заменить на метку смерти, что сильно увеличит урон суммонера. В шлеме располагается второй по ДПСу и значимости основной скилл – это Вестники Чистоты. На самом деле тут у нас получается даже 7 лин, так как свойство со встроенным камнем поддержки здоровья приспешников крайне необходим. Было время, когда я его не использовал в шлеме, в результате не мог понять, почему от Вестников Чистоты мало толку, они слишком быстро умирали. Для Вестников Чистоты можно добавить очень много полезных камней поддержки. Жаль, что пока в игре нету вещей с, например, 10 связанными сокетами. В таком случае Вестников Чистоты можно было бы очень сильно разогнать по ДПСу. Но на данный момент выбраны самые необходимые. И как с Вестником Агонии, на зачистках карт нужно использовать голодное остервенение, а на боссе можно использовать по сути как и метку смерти, так и живой щит. Все зависит от вас. Причем для нападения всеми слинкованными с меткой смерти суммонерами достаточно один раз показать на врага, как они все в него вопьются. В сапогах расположены камни, которые срабатывают автоматически и приносят определенный профит в ДПСе и в защите персонажа и суммонеров. В одном из кинжалов располагаются камни для усиления суммонеров. Они также срабатывают автоматически, как и в сапогах.
Если выбирать, какое из подношений принесет больше профита, по мне это подношение плоти. Скорость атаки и передвижения для суммонеров очень важно. А у боссов всегда бывает высокое сопротивление к хаосу. Хотя если у вас другое мнение, то нет ничего сложного, чтобы просто взять подношение духа вместо него. Во втором кинжале располагается скилл передвижения рывок. Когда я передвигаюсь по карте с различными рельефами, то, если честно, мне не хочется что-то оббегать, чтобы, например, попасть в нужную точку. В этом плане самый лучший скилл – это наскок, но, к сожалению, он не работает с кинжалами, поэтому я выбрал рывок. Еще тут присутствует клич стойкости, без которого билд не может существовать, так как это умение почти всегда поддерживает заряды выносливости на нужном уровне. Не стоит забывать, что хоть на картах, хоть на боссе, показатель количества зарядов выносливости всегда должен быть на максимуме, или вас могут ваншотнуть. Камень поддержки второе дыхание очень хорошо работает с обоими скиллами. В амулете основное это повышение всех физических камней умений и крафт снижение стоимости поддерживаемых умений. Благодаря крафту мы можем использовать вихрь, не задумываясь о мане. Остальное это повышение характеристик и сопротивления. Можно также добавить здоровье. При этом не стоит забывать об обработке маслом. На мой взгляд, духовный приказ очень необходим в билде, но тратить пассивные умения, чтобы до него добраться, не вариант. Кольца Путь Каома крайне важны для выживаемости. Синтезированные кольца Обвод могут сильно повысить ДПС, но я думаю, выживаемость от колец многократно выгоднее. В поясе все просто. Это свойство для выживаемости. Далее идут флаконы, каждый из которых приносит определенный профит. Чем хорош в плане флаконов Джаггернаут, так это то, что ему не нужно снимать охлаждение или заморозку флаконом, как это обычно бывает у других персонажей. Все это автоматом не работает на нем за счет умения восхождения неудержимый. Также не стоит забывать, что очень неудобное проклятие на картах, как путы времени, на него тоже не действуют. Второе оружие не особо пригождается в игре для моей сборки, но какой-то профит можно получить. Я использую две булавы Сияющий Клюв. В одной связка для добивания босса, во второй камень сбор, который может пригодиться на картах по типу лабиринта, и в оставшихся двух слотах камни для прокачки, которые вы можете использовать как для себя в будущем, так и для продажи. Выбранные мной в пантеоне старшие и младшие боги хорошо дополняют выживаемость персонажа. Дерево пассивных умений в основном я перестроил под новые кластеры. Если у вас есть возможность повысить ловкость в вещах, то можно смело прокачать вместо мастерства и резвости что-то другое, например, выносливость в бою. Просто исходя из цены на хорошие вещи, чтобы сильно не вылезать за рамки дороговизны, проще добрать ловкость на дереве. На 100-м уровне необходимо добрать немного здоровья и ДПС. Как я постепенно прокачиваю персонажа и какие вещи использовал, вы можете посмотреть в моей теме на Ливе Делириум, либо сохраненные записи стрима. В игре я ничего не донатил и всю валюту накопил сам. Основную часть билда мы разобрали, теперь немного очень полезной дополнительной информации. Первое. Сапоги нетерпения Ралакеша всегда помогут накопить вам заряды выносливости, тем более, когда вы играете очень осторожно или нет права на ошибку. То стоит немного просто подождать, и с зарядами не будет проблем. Кстати, если вы купите эти сапоги сразу оскверненные на +1 к максимуму зарядов выносливости,
то после их использования будет максимум зарядов, то есть 10. Хотя их может быть в теории 12, но это уже совсем другая история. Второе. Свойства карт, которые стоит избегать. Это снижение скорости восстановления здоровья персонажа, невозможность регенерировать здоровье и рефлекс физического урона. Третье. По поводу обработки маслом амулеты. Была Лига Скверна, там можно выбить разные масла, которые у NPC Кассии, та, которая еще всегда что-то напевала, их применяли. Если взглянуть на дерево пассивных умений, то у среднего размера кругов около их названия есть 3 палочки. Так вот, такие масла и нужны, чтобы обработать амулет и получить пассивный навык, не соединив при этом его с веткой умений. По сути, самый топовый — это ненасытная орда, но какой нужно использовать, я уже объяснял. Четвертое. Миссия с бандитами. Необходимо убить их всех. Пятое. Теперь о стоимости вещей. По сути, финальные я почти собрал. Навряд ли буду добиваться идеала, потому что это слишком долго и муторно. Примерную стоимость вы можете видеть на картинке. Покупал я все вещи в период 1,5-2 месяца до выхода этого гайда. Причем я не покупал сразу, что видел, и даже если я мог себе это позволить. Я не старался все сделать как можно быстрее и выжидал нужного торговца, либо выторговывал нужную цену. Например, стоимость шлема, которая была выставлена торговцем, была 120 хаусов, но я попросил его сбавить цену. Вы ведь не знаете, в какой момент он выставил эту цену и какая финансовая ситуация у него на данный момент. Может, у него и настроение другое. Когда я смотрел сапоги, то их цена у всех была от одного возвышения. Я написал тем торговцам, у кого не была выставлена цена. Я купил их на тот момент за 80 хаоса, хотя одно возвышение по курсу приравнивалось к 180 хаосам. Кстати, большое спасибо всем торговцам. Рынок в PoE такой, что цены могут как быстро взлететь, так и быстро упасть. Тем более все зависит от момента, когда на лиге вы что-то хотите купить. Во время написания этого отрывка стоимость всех моих вещей примерно 3,5 возвышения. Причем самое интересное, что в этой лиге Делириум мне повезло, и примерно в самом начале и где-то в середине выпало по одному возвышению, что сильно упростило весь процесс. Шестое. Теперь немного о том, что можно использовать только Вестника Агонии. Сразу скажу, что заменил кольцо и амулет только для того, чтобы показать весь этот процесс без проблем, а именно чтобы не было нехватки ловкости и интеллекта для камней из-за того, что я вытащил все самоцветы и кластеры. Так вот, билд можно быстро изменить, чтобы сделать его толще, но менее ДПСным. Например, для того, чтобы играть на хардкоре. Хотя я не советую играть вихрем на ХК. Все, что нам потребуется, это доспех Каома и кластерный самоцвет «Катастрофическое видение». Мы заменяем грядущее бедствие на сердце Каома. Вестник Агонии будет в шлеме. Шлем можно использовать тот же, но нот здоровья приспешников становится неважен. Связка камней поддержки становится немного другой, но все равно шестилинк в шлеме сохраняется. Это как будто у нас 2 усилителя для Вестника Агонии, но и остальные камни. Не стоит забывать, что свойства в шлеме, которые добавляют камни поддержки, тоже удерживают ману, как и сами камни. Маны удерживаться будет достаточно, чтобы использовать Вестника. Но когда используем много дополнительных снарядов на карте, то маны может удерживаться слишком много из-за камня здоровья приспешников. Поэтому можно купить, так сказать, запасной шлем, либо не использовать много дополнительных снарядов. Каким должен быть шлем для использования Вестника Агонии, вы можете увидеть на картинке.
Теперь о кластере «Катастрофическое видение». Нам понадобится еще один средний кластер с гнездом для самоцвета. У меня такой один, но если только использовать Вестника Агонии, то нам нужно будет их два. Пассивное умение «Одинокий посланник» усилит ползуна Агонии. Исходя из вышесказанного, вы можете менять мой билд на ваше усмотрение. Седьмое. Как улучшить билд или идеальные вещи и камни. Начнем с камней умений и поддержки. Все камни, кроме тех, которые используются в связке с сотворением чар при получении урона, в идеале должны быть 20-21 уровня с максимальным качеством. Причем еще есть пробужденные камни, которые вы можете заменить для усиления билда. Ну и соответственно вещи. То есть то, чего не хватало моему билду, это топовое зачарование, сложные комбинации свойств в перчатках и более высоких показателях в остальных вещах. Восьмое и последнее. Немного полезных ссылок, которые я сам часто использую для изучения полезной информации по игре Path of Exile. Далее будет демонстрация билда. И да, я знаю, что немного припозднился с гайдом, зато на мой взгляд сделал его максимально информативным. Думаю, в следующей лиге сделаю все куда оперативнее. На пока все. Всем спасибо за внимание.